Привет из солнечной Флориды. Сегодня 1 января. Надеюсь, всем было здорово проводить такой долгожданный 2018 Новый год. Надеюсь, все получили все, что хотели. Я решила сделать блины. Вот у меня тут помощники. Гремляна, Ханечка. У нас прохладно сегодня на улице и даже как-то сыро, как будто дождик небольшой. Так, вот такая у меня здоровская сковородка. Подарили ребята, которые на Рождество. Видите, ничего нет, смазывать совсем абсолютно не нужно. Сейчас покажу. Вообще ничего не прилипает. Просто удивительно. Вот. Одной рукой, поэтому так они не очень будут красивые. Вот такой блиночек у меня получился. Сейчас мы будем его с вами переворачивать. Вот так здорово. Я здесь пережарила фарш с луком, черный перец, немножко там чесночная пудра. И хочу такой тортик сделать, с фаршем из блинов. Вот видите, абсолютно ничего не прилипает. Просто замечательная сковородка. Очень мне понравилось. Так что, ребят, если есть возможность, покупайте такую сковородку. Она просто вот керамическая. Такое ощущение, когда вы дотрагиваетесь, как будто стекло. И видите, она абсолютно ничего не прилипает. Вот такие отличные блины получаются. Очень мягкие, тоненькие, вкусненькие. Так что сейчас мы будем с вами делать такой небольшой тортик. Ну все, блины готовы. Сейчас мне показалось, что как-то это будет, наверное, скучновато, если один фарш. Поэтому я решила добавить вот так морковочки немножечко и грибочков. Грибочки я покрошила мелко, потому что у нас не все любят грибы. Я буду надеяться, что они их не заметят. Такие вкусные грибочки у нас будут. Сейчас я руку помою, но помешаем все. Сейчас уже 11:35 дня. Я здесь пока одна. Сегодня, не знаю, ребята ко мне должны дойти, потом они должны в тренажерный зал пойти. Сегодня у нас выходной, у всех Новый год. Празднование продолжается. Многие компании закрыты, некоторые открыты, некоторые магазины там, либо продуктовые, потом рестораны некоторые. Ну, в общем, половина все закрыта, половина все открыто. Вот, как и везде. И такие вкусные блиночки мы сейчас будем формировать. Такой тортик мелкий, тоненькими слоями, а потом в духовку, и все будет готово. Обычно такой тортик я делаю на какой-то более такой противень, какой-то более широкий. В этот раз я решила сделать в такой кастрюльке, потому что как-то мне не хочется вот это возиться все, и мне не хочется заливать майонезом начинку. Хочется что-то такое, знаете, более здоровое, не такое жирное. Поэтому я решила, я сделаю в кастрюльке, потому что слоям будет легче формироваться и ничего не будет высыпаться. И заодно это будет вот так вот, извиняюсь, это будет вот так вот уже в кастрюльке готово. Можно будет отрезать, и так же, как и тортик, вынимать, угощаться. То, что если что-то останется и не доедим, то будет легко просто накрыть крышкой и в холодильник положить. В общем, такой тортик без таких вот мучений, ну как сказать, без чтобы ничего не высыпалось, без хлопот. Вот так вкусненько, уже очень даже здорово пахнет. Я так много говорила, что сегодня уже охрипла. Спать так утром хотелось, но по привычке встаю рано, и поэтому думаю, ладно, чего лежать, пора уже позавтракать, чай попить.
Вы, наверное, уже позавтракали или собираетесь. Наверняка до сих пор у всех селедка под шубой. Интересно, помню, было Новый год всегда в России. На следующий день очень много всегда всего, всякой еды оставалось, салатов и все такое. И здесь вот я, допустим, так не привыкла уже плотно есть или вообще завтракать. И я помню, как мы там вставали после новогодней ночи, либо там вообще к утру засыпали, смотря в каком возрасте. Вот. И начиналось это продолжение поедания тех же салатов, там или чая, либо какой-то торт. Сейчас мне это уже удивительно, я не представляю, как можно с утра встать и наесться снова такой тяжелой еды. Ну, нормально, наверное, это, если, смотря в каких количествах кушать. В принципе, в России все очень вкусно. Все салатики, тортики. Так, вот такой вот у нас получается. Видите, сейчас покажу, как он тут выглядит примерно. Видите, как здорово. Его не нужно прессовать, он будет пышный, ничего не высыпается. Поэтому это очень легко. Я думаю, совсем неплохая идея. Так как я майонез не использую, поэтому так будет проще, чтобы ничего не высыпалось. Так, ну что, вот начинка пока почти уже вся ушла. У меня еще даже останутся блины. Кто хочет, может быть, там с медом или сладкие с малиновым вареньем. В общем, кто как любит. Так, ну рассказывайте, чем завтракали, как Новый год прошел, что вообще такое произошло, возможно, о чем-то вы мечтали. Должны желания ведь сбываться, правда? Но это, видимо, они будут сбываться в течение года. Так, ну что, вот такой у меня тортик. Сейчас он у меня пойдет в духовочку, а когда он будет готов, он будет под крышкой, поэтому вся влага будет все там внутри. Когда будет готов, мы с вами посыпем его зеленью, и все. Вот такое ароматное чудо. Так, сейчас последний у меня слой. Можно еще, кстати, 2 капли, кто хочет, молока долить сюда, чтобы торт еще был пышнее и сочнее. Прямо 2 ложечки. И накрыть крышкой плотной в духовку. Либо 2 ложечки воды. Вот такой вот тортик у меня получился. Сейчас покажу. Также его, когда он готов, его можно, значит, провести вот так по кругу другой, конечно, лопаткой, потому что это выгнуто более такой прямой, плоской. Вот, и убедиться, что все слоя отошли. И можно даже его перевернуть потом на стол, если кто-то хочет, выложить на какое-то блюдо. И будет тоже очень красиво, можно украсить как угодно. То есть, кто что любит и как кому нравится больше. Ну что, отправляем в духовку. Погода у нас прохладная сегодня. 39 градусов по Фаренгейту всего. Поэтому мы сейчас будем с вами камин зажигать. Вот такие вот дрова у нас продаются в упаковочке. Все замечательно, чисто. Сейчас положу, покажу вам, как все это дело делается. Тут у меня уже вчера все горело, поэтому нужно, конечно, почистить, но ничего страшного, там еще все есть, место есть. Вообще здорово. Зола такая, она, кто не знает, очень полезна для растений, так что ее можно сыпать, у кого есть теплицы, в почву, либо в цветы, в горшки. Так, сейчас покажу. В общем, вот такая прям в упаковке можно класть. Вот такая штука у меня есть. Огонь зажигаете. Можно прям упаковку зажигать. Она
сейчас горит. И будет наша бревнышко, бревнышко замечательно гореть. И очень уютно, когда в доме камин. Ну, когда холодная погода. Я уже не помню, у нас несколько зим. В принципе, холода даже не было, поэтому мы камин даже не зажигали. Поэтому это, наверное, первый раз, когда я зажигаю камин. Точнее, ну, первую зиму. Наверное, за все несколько лет, что мы живем в этом доме. Так, ну вот, сейчас нам упаковка поможет. Она сейчас горит, все это охватит. Сдвину сетку. Ханька у меня чихает. Чтобы ничего здесь не выпадало, не высыпалось. Обычно можно прикрывать. Я вот сильно закрываю, потому что я здесь сижу на диване. И заодно детворе тепло. Сейчас Ханьку сюда подвину. К камину поближе, да, Ханчики? Ханчике нравится здесь. Ну вот, видите, все уже вот так загорается. Очень это легко. Сейчас покажу. Ханька, давай забирайся скорее. Ханечка вот так лежит у нас. Гремляна уже приготовилась. Так что я здесь телевизор смотрю. Сегодня меня все покинули, одна. Так что отдыхаю. Сейчас сделаю горячий шоколад. И мы с Гремляной, возможно, какое-нибудь кино посмотрим. Так что, народ, вот так проводим мы. Сегодня у меня последний выходной, 1 января. Завтра на работу. Все, свобода закончилась почти. Так что нужно наслаждаться последними минутами. Гремля там пытается схватить за носок. Гремляна, сейчас будет хорошо, да? У нас тепло и сладко так. Уютненько. Гремляна у меня уже блинок поела, да. Чем сладкая. Ну все, народ, до следующего видео. Пока-пока. Ну, а это просто я хотела поделиться фотографиями, которые я снимала за прошедшие пару дней. Так что наслаждайтесь. That bush is from where it is pulled. The blindness of the story stem from the overwhelming need to make that devil holy. Not like the birds, wings stitched on. It joins the crowd and feels the glare. The feathered things surrounding it learns their walk, but when they fly, there it stays standing. Not like the birds, wings stitched on.
blindness of the story stem from the overwhelming need to make the devil holy. Not like the birds, wings stitched on. It joins the crowd and feels the glare. The feathered things surround it. It learns their walk, but when they fly, there it stays standing. Not like the birds, wings stitched